Во время космических путешествий мы не раз наблюдали взрывы во Вселенной. То огромная звезда закончит жизнь сверхновой, то столкнутся два нейтронных светила. Яркие, впечатляющие, но невероятно разрушительные события. А что если нам познакомиться с их противоположностью, удивительным взрывом, который ничего не сокрушил? Наоборот, он наполнил нашу планету разнообразными формами жизни. Этому будет посвящен наш очередной вояж в прошлое на 500 миллиарда лет назад, в Кембрийский период. Мы сможем наблюдать там странное существо с 5 глазами, от которого никто не мог укрыться, членистоногих с неким подобием зубов на конечностях. Каких еще фантастических животных взрывной волной вынесло на планету? Почему их видовое разнообразие резко увеличилось? И за что тот период называют скелетным? Последнее, согласитесь, звучит как-то тревожно. Впрочем, мы никогда не пасовали перед ударами стихии, встречами с зомби-объектами и другими леденящими кровь происшествиями в космосе. Тем более не будем бояться их на Земле. Но нужно как следует подготовиться к путешествию. Кроме камер для видео на память, берем с собой самое продвинутое оборудование для дайвинга. И побольше. Все события в основном будут проходить в сложной обстановке под водой. А перед тем, как отправиться в Кембрий, давайте заглянем еще дальше, на 575 миллионов лет назад, в эдиакарский период неопротерозойской эры. Ученые считают, что тогда произошел первый взрыв видового разнообразия животных на Земле. Событие названо по месту находки палеонтологами многочисленных следов вымерших животных на канадском полуострове Авалон. Окаменелости времен Авалонского взрыва показали ученым самые ранние из известных сложных многоклеточных организмов. До этого животный мир отличался очень низким разнообразием. Определено лишь немногим более 270 видов, отнесенные к 20 различным родам. К тому же они различались между собой только по 50 характеристикам. И вдруг показатели на порядок возросли. С чем это связано? Трудно заглянуть так далеко назад во времени и точно ответить на вопрос. Однако ученые высказывают интересное предположение. Так долгое время основной причиной считалась возросшая концентрация кислорода на планете. Лишь недавно ученые Политехнического университета в Вирджинии оспорили эту гипотезу. Они нанесли на карту геохимический состав образцов древних горных пород из Оманского горного хребта на Аравийском полуострове. Далее исследователи изучили состав образцов, провели тщательный анализ отпечатков мягкотелых многоклеточных организмов Авалонской группы. По результатам исследования ученые пришли к выводу, что в эдиакарском периоде не было никакого резкого насыщения кислородом Земли. Все происходило как раз наоборот. На самом деле уровень кислорода в океане был меньшим, чем в предыдущие годы. Тем не менее, авторы исследования по-прежнему считают, что количество этого газа сыграло центральную роль в размножении древних многоклеточных видов. Только движущей силой стало снижение уровня кислорода в земном океане, а не увеличение. То есть многие анаэробные организмы получили пользу от более низкого уровня кислорода в океане, ведь им не нужен кислород. Они смогли усиленно развиваться, поскольку химический состав воды естественным образом защищал их стволовые клетки. Это пока лишь гипотеза, но мы можем познакомиться с обитателями эдиакария, о которых уже точно знают ученые. Давайте наденем экипировку для подводного плавания и посмотрим, кто обитал в морях тех времен. Мы увидим странные организмы, которые кажутся пришельцами из другого мира. Одни из них называются вендобионтами. Это гипотетическая группа самых древних животных, населявших Землю около 580 миллионов лет назад, в эдиакарский период. Они представляли собой не просто вид, а целый мир разнообразных химерных созданий. Встреча с ними оставила бы незабываемое впечатление даже у нас, хотя мы привыкли к разнообразию фауны. Ученые описали 1,5 миллиона видов вендобионтов, однако есть предположение, что в целом этот показатель превышает 10 миллионов. Чем нас могут поразить такие разнообразные, но простые по строению обитатели доисторических времен?
Впервые вендобионту определил немецкий Адольф Зайлахер. Впрочем, он сомневался в связи этих существ с царством животных или их многоклеточной природе. Группа могла возникнуть независимо и представлять собой крупные одноклеточные формы. Также было высказано предположение, что вендобионты могли быть членистыми грибами, водорослями или лишайниками. А может, это вообще уникальное сообщество, которому нет аналогов в современном мире? Да. Многое здесь остается большой загадкой. Единственное, в чем сходятся ученые, так это отсутствие у данных организмов способности к фотосинтезу. И еще нет сомнения в том, что все представители вендобионтов были морскими жителями. Вероятно, они обитали на всех участках дна, от мелководья до невероятных глубин. Причем каждый организм был прикован к своему месту и никогда его не покидал. Даже разновидность вендобионты медузоиды, которые раньше считались пловцами, позже признаны неподвижными. Они были похожи скорее на полипы, закрепленные на морском дне. Эти обитатели ничего не рыли и никуда не стремились. Чем же питались странные создания? У вендобионтов идентифицированы некоторые внутренние органы, однако нет точных доказательств наличия рта или пищеварительной системы. Считается, что они поглощали растворенные питательные вещества напрямую клетками, как это делают грибы или бактерии. И еды им требовалось немало. Тела этих существ были покрыты многочисленными полосами, складками или сегментами. Такие неровности значительно увеличивают общую площадь поверхности, которой необходима подпитка. Но эти организмы, вероятно, без всякой опаски вели свои нескончаемые пиры. Из-за отсутствия следов укусов ученые сделали вывод, что вендобионты не были хищниками, и сами они не служили добычей каких-то охотников. Было высказано предположение, что вендобионты могут происходить от амеб, простейших, которые являются одноклеточными. Просто благодаря отсутствию хищников они развились до крупных размеров. Все группы имеют размер от нескольких миллиметров до более метра в длину. Увеличению размеров организмов, правда, могло способствовать повышение уровня кислорода, а не отсутствие естественных врагов. Однако в данном случае у обитателей эдикарских морей для защиты должны были появиться раковины, панцири или пластины, а их следов пока палеонтологи не обнаружили. Но что насчет предположения о родственных связях вендобионты с грибами или с некими другими грибковыми организмами типа слизистыми плесенями? Нет никаких доказательств развития мицелия, а также наличия спор или плодовых тел. Трудно разобраться в природе существ, которых давно не существует. Они вымерли вскоре после Кембрийского взрыва. Их вытеснили представители фауны, более похожие на современных животных. Однако губки могут быть далекими потомками фантастических представителей вендобионты. В целом обитатели Земли времен Авалонского взрыва приобрели индивидуальную и достаточно запоминающуюся внешность. Однако в кембрийском периоде палеозойской эры все, конечно, происходило намного круче. Глубоко в канадских скалистых горах и в сланцах Берджес палеонтологи откопали окаменелости удивительных животных, населявших нашу планету примерно 540 миллиардов лет назад. Некоторые из них настолько причудливы, что кажутся химерами из волшебных сказок или кошмарных снов. Но самое удивительное, что количество этих останков и их разнообразие по сравнению с предыдущим периодом резко возросло. Ученые называют такой всплеск Кембрийским взрывом по имени периода, когда все произошло. Что нам известно о том времени и его обитателях? Чтобы это узнать, мы отправимся в Кембрий и посмотрим, как тогда выглядела Земля. Климат на планете на протяжении всего периода отличался как от современного, так и от предшествовавшей ему неопротерозойской эры. Если сейчас среднегодовая температура на планете составляет около 14 градусов Цельсия, то в неопротерозое около 12, а в Кембрии – 22. Высоким температурам, вероятно, способствовало отсутствие на полюсах внутренних морей. Это препятствовало появлению значительных полярных ледяных шапок, что согрело сушу и водоемы планеты, а их тогда было очень много.
В начале кембрийского периода гипотетический материк Паннотия раскололся на несколько частей. Самым крупным осколком оказался континент Гондвана. Также существовали меньшая Лаврентия, Сибирь, Балтика и ряд микроконтинентов. В результате образовалось огромное количество океанических отмелей и теплых внутренних морей. В их водах продолжился резкий рост количества фотосинтезирующих организмов, который начался в предыдущий период. Микроскопические существа увеличили уровень кислорода в атмосфере от 3 до 14% в течение всего кембрийского периода. Но теплый климат и прогрев морской воды, вероятно, препятствовали насыщению морей растворенным кислородом. Это приводило к часто встречающейся аноксии, то есть нехватке кислорода на больших глубинах. Так что на дне водоемов кембрийского периода в основном оставались анаэробные, то есть поддерживающие свою жизнедеятельность без кислорода организмы. И все же тогда, буквально в мгновение ока с точки зрения геологии, жизнь резко изменилась. До Кембрия на Земле в основном существовали только простые многоклеточные организмы. И вдруг они, как на некоем природном марафоне, сделали невероятный рывок до множества сложных форм. В результате на Земле появились современные экосистемы. Давайте разберемся конкретнее, в чем состояло усложнение живых существ в кембрийском периоде. И тут на первый план выходят скелеты. Это не значит, что тогда Землей управляли костяные монстры из фильмов ужаса. Тем не менее, иногда ученые называют кембрийский всплеск жизни скелетной эволюцией. Он представляет собой этап, когда очень быстро множество генетически далеких друг от друга организмов приобрели минеральный скелет. В палеонтологической летописи того времени появились все обладающие скелетами типы животных, известные в настоящее время. Прочными основами обзавелись губки, моллюски, плеченогие, кораллы, трилобиты, а также известковые водоросли. Скелеты позволили организмам вырастать до больших размеров и при этом активно перемещаться, а в перспективе предопределили выход части из них на сушу. Судя по всему, в Кембрии появились первые почвенные беспозвоночные – черви и многоножки. Они делали попытки освоиться на суше, однако все еще львиную долю времени находились в воде. Не спешили приземлиться на твердую почву. И неудивительно, суша в те времена не представляла собой ничего привлекательного. Сплошные голые равнины и пустыни, которые изредка во влажных местах покрывали первые мхи. В основном же в кембрийском периоде жизнь сосредоточилась в морских бассейнах. Их воды буквально кишели трилобитами, гастроподами, брахиоподами. Еще там плавали странные животные, которых трудно отнести к какой-либо знакомой нам группе. Вообще даже виды, принадлежавшие к известным типам, на современные совершенно не походили. Если их увидеть, то впечатлений хватит на всю жизнь. И мы, конечно, во время нашего путешествия не упустим этот уникальный момент. Здесь вновь пригодится экипировка для подводного плавания, которую мы взяли с собой. Готовим акваланги и все остальное, чтобы не торопясь понаблюдать за обитателями кембрийского периода. Но имейте в виду, мы будем опускаться на огромную глубину, а для этого требуется гораздо больше, чем один баллон. Впрочем, без баллона с кислородом мы вряд ли обойдемся и на поверхности, как при путешествии на другие планеты, хотя остаемся на своей. Современный человек потерял бы сознание еще до того, как вошел в воду. Весь секрет в содержании кислорода в атмосфере. Хотя в Кембрии его количество выросло, все равно показатель газа поднялся лишь до 13%. Сейчас в воздухе почти 21% кислорода. И это ровно столько, чтобы мы могли свободно дышать. С другой стороны, уровень углекислого газа был во много раз выше, чем сегодня. Но так как мы, как следует, подготовились к путешествию, с нами все будет в порядке. Итак, ищем ближайший водоем. Наш путь пролегает по пустым скалистым участкам суши, которые пока не покрыты плодородной почвой. Она появится намного позже, не более чем 300 миллионов лет назад. Немногочисленные животные и очень редкие растения кембрийского периода еще не успели сформировать на Земле этот слой.
Если мы попадем в начало периода, то растительности на суше вообще не увидим. Она тогда полностью отсутствовала. Но к концу Кембрия появились примитивные споровые растения, такие как псилофиты. Они не имели листьев и корней в современном понимании. Да и еще в более влажных местах, по некоторым источникам, встречались простые мхи и фотосинтезирующие бактерии. Но в целом поход по суше наверняка окажется достаточно комфортным. Солнце тогда светило не очень ярко, погода на всей планете была теплой. Даже если мы окажемся у полюсов, не найдем там ледяных шапок. А вот в море могло быть неспокойно. Луна находилась гораздо ближе к Земле, чем сейчас, вызывала приливы амплитудой до 15 метров. И дело не только в этом. В водах Кембрия между животными началась постоянная битва за пищу. Перемещение над и под поверхностью морского дна открыло новые возможности для жизни животных. Они быстро адаптировались к новым местам обитания, источникам пищи, хищникам и добыче. Появились многие линии животных, которые все еще с нами, включая некоторых из первых моллюсков и членистоногих. Только в кембрийском периоде они были очень странными по сравнению с современными представителями видов. Некоторые из членистоногих, например, обзавелись почти зубоподобными структурами в ногах, которые они использовали для пережевывания друг друга. И это стало настоящей проблемой для их жертв. Как защититься от кровожадных монстров? Посмотрим на стратегии, которые выбрали те или иные существа. Для этого пересечем край мелководного плато, которое встретим на пути, и спустимся вниз по отвесной скале. И тут внимание! Возможно, именно тогда мы увидим первых представителей Кембрия. Если в воде замелькают отблески слабых разноцветных огоньков, то это не искусственная подсветка, как в современном бассейне. Воды Кембрия тускло освещали ребристые черви и некоторые древние медузы. Принимаем их сигналы и спускаемся под воду. Нам, вероятно, бросится в глаза, что скала и дно поросли губками, которые поселились там и размножаются еще со времен идиокарского периода в неопротерозое. Сначала это были довольно примитивные создания, которые вели прикрепленный образ жизни и никуда не плавали. Их отнесли к животным относительно недавно, когда выяснили способ питания губок. Они фильтруют воду, извлекая из нее планктон и другие органические молекулы. Но еще удивительнее, что нет на планете более крутых долгожителей, чем эти существа. Они живут до 1500–2000 лет. И, возможно, за счет этого дотянули до наших дней. Вернее, не просто дотянули, а буквально процветают в современных океанах. Розово-брюхих губок включает в себя большинство их представителей в океанах Земли. Самыми впечатляющими из них можно назвать бочкообразную губку, распространенную в Индонезии и на Филиппинах, а также золотисто-зеленую Аплисина фистуларис из Карибского моря. Но в кембрийских водах обитали и другие существа, которые встречаются в наши дни. Среди них мы наверняка заметим плеченогих, похожих на моллюсков. Сейчас с ними можно столкнуться во время подводного плавания на Филиппинах. Это красиво окрашенные раковины Френулина сангвинолента. В разных частях Земли также есть много других плеченогих. А вот встретившись с кембрийскими иглокожими, мы вряд ли узнаем в них современных змеевиков, морских звезд и морских ежей. Предки были намного проще и примитивнее по сравнению с вычурными по форме потомками. Плывем дальше. Там все еще экзотичнее. Нас, вероятно, поразят гротескные галлюцигении, не похожи ни на что в современной фауне Земли. Не потому ли их реконструкция заняла у палеонтологов больше века? Ископаемые останки галлюцигении были впервые обнаружены в 1900-х годах в канадских скалистых горах. Если говорить объективно, то в облике этого червеобразного существа не было ничего ужасного или мистического, даже учитывая покрывающее тело галлюцигении странные шипы. Свое название животное размером всего в несколько сантиметров получило из-за того, что полностью запутало ученых. Первые окаменелости галлюцигении ученые приняли за другого обитателя тех времен – канадию. А потом разобрались, что это не так, и реконструировали галлюцигению с шипами, направленными вниз, а также без ног.
Позже выяснилось, что в распоряжение палеонтологов просто попали плохо сохранившиеся экземпляры. Лишь несколько лет назад удалось определить внешний вид существ и выяснить, где у них была задняя и передняя часть тела. Нам наверняка встретятся и канадии. Они тоже были распространены в теплых морях Кембрия. Эти маленькие, буквально сантиметровые животные относятся к кольчатым червям. Несмотря на размер, канадий вряд ли можно назвать легкой добычей для хищников Кембрия. Скорее всего, они могли быстро прятаться от врагов, закрывшись внутрь донных пород. Еще животные пытались отпугнуть охотников своими колючими, переливающимися щетинками. Впрочем, сами канадии тоже были хищниками и особым лакомством считали планктон. Но господствовали тогда все же членистоногие, многочисленные, хорошо вооруженные для своего времени обитатели морей. Среди них внешним видом выделялась апомабия – химерное пятиглазое беспозвоночное существо с клешней, свисающей с длинного гибкого носика. Животное, вероятно, использовало свой неуклюжий лицевой придаток, чтобы перекапывать донные отложения в поисках пищи. А многочисленные глаза помогали ему эффективнее охотиться, со всех сторон отслеживая добычу. Зато рекорд по численности в кембрийских морях поставили другие членистоногие – трилобиты. Эти разнообразные животные в длину варьировались от нескольких миллиметров до 70-80 сантиметров. Какие только формы они не принимали. Одни отпугивали хищников призрачным светом, другие вытягивали тело и становились отчасти похожи на мини-угрей. Третьи, наоборот, укорачивались и приобретали сходство с крошечными шариками на веревочках, длинных усиках. Четвертые вообще обзаводились настоящими коронами из этих усиков, которые служили им не просто украшением. И здесь мы подходим к самому невероятному свойству трилобитов. Это уже были социально организованные существа. Палеонтологи по результатам исследования окаменелостей предполагают, что трилобиты путешествовали вместе. Ученые нашли своеобразные братские могилы животных в большом количестве одновременно погребенных под слоем песка или других отложений. Такие кладбища, скорее всего, возникли в результате внезапного сильного шторма или какого-то другого катаклизма. Известно, что подобное поведение свойственно и для отдельных современных членистоногих, например, лобстеров. Трилобиты, как предполагают ученые, могли скоординировать свои миграции при помощи химических сигналов, а также длинных усов. Это помогало животным поддерживать физический контакт друг с другом при современном движении. Для чего они это делали, пока непонятно. Однако, как считают исследователи, сам факт существования коллективного поведения указывает на его важную роль в жизни древних членистоногих. Возможно, так трилобиты пытались оградить себя от атак более крупных хищников. У них вообще была достаточно разветвленная система обороны. Большую роль в этом играл панцирь трилобитов. Броня представляла собой хитиновый покров, пропитанный карбонатом кальция или реже фосфатом кальция. Внешняя поверхность панциря у трилобитов выглядела очень по-разному. Иногда она была гладкой, но чаще покрытой различными бугорками, шипами, острыми наростами. Панцирь на спине трилобита слегка подгибался по бокам на брюшную сторону, защищая внутренности животного. К тому же в момент опасности некоторые существа могли сворачиваться, таким способом предохраняя от зубов хищников конечности и мягкое брюшко. Тем не менее, палеонтологи находят чрезвычайно много сильно поврежденных раковин трилобитов, как будто кто-то расколол их мощными, как заостренные клещи, зубами. Ученые уверены, что подобные события зачастую заканчивались для животных очень печально. Хотя трилобиты могли выжить, это случалось редко. Чаще после столь сильных повреждений раковин они получали смертельные раны и быстро погибали. Кто выступал в роли их серийного убийцы? Давайте вместе с учеными поищем грозного потрошителя в Кембрийском море. Для этого внимательнее понаблюдаем за трилобитами, которые рядом с нами спокойно ищут пропитание. Мелкие хищники, ими из-за крепких панцирей с шипами, не страшны. Ничто также не предвещает шторма или извержения вулкана.
Так что одни из трилобитов фильтруют воду, извлекая из нее планктон, поедают ил, выискивают органику в осадочных породах на дне. Другие охотятся на мелких беспозвоночных и на тех, у которых очень тонкие раковины, а третьи даже не брезгуют падалью. Но крупные хищники тоже не сидят без дела. И вот один из них появляется рядом с трилобитами. Это Аномалокарис, крупнейшее членистоногое тех времен. Долгое время ученые считали его высшим хищником Кембрия. Но так ли это? Посмотрим по развитию событий. Если говорить о первом впечатлении, то вид Аномалокариса действительно впечатляет. Это существо достигало метра в длину и смотрелось настоящим монстром среди мелких обитателей Кембрийского моря. Экипирован Аномалокарис тоже оказался серьезно. У него был странный конический рот, состоящий из нескольких рядов перекрывающихся пластин. Чаще всего ученые интерпретируют такие пластины как зубы и считают, что они позволяли Аномалокарису раздавливать добычу. По бокам хищника располагалось минимум 11 пар лопастей, с помощью которых он активно плавал. В сочетании с мощным веслообразным хвостом подобное строение тела позволяло животному совершать резкие повороты, а маневренность – важная черта при охоте на движущуюся добычу. Аномалокарис, конечно, заметил наших трилобитов. Он ничего не пропускал благодаря своим фантастическим глазам. Их строение было фасеточным, и каждый орган зрения состоял из 16 тысяч линз. Для сравнения, у современных мух в глазу 4000 линз, а у муравьев – 100. К тому же глаза Аномалокариса расходились под углом 45 градусов, обеспечивая широкое поле зрения. Так что он не просмотрел трилобитов, хотя те попытались зарыться в ил. Добыча выглядела богатой, и чудовище тут же устремилось к ней. Вскоре первое крошечное существо попало в пасть монстра. Щелк и ничего. Только отметина на панцире от укуса. Повторные попытки поживиться мягкими телами трилобитов тоже ни к чему не привели. Да. Долгое время Аномалокарис считался виновником массовой гибели трилобитов. Однако затем его способность разгрызать панцири была поставлена под сомнение. Большинство отметин на броне трилобитов оказалось не соответствующей форме ротового конуса Аномалокариса. Он был приспособлен не для сильных укусов, а всасывания мягкотелых организмов. К тому же хищник лишен каких-либо минерализованных органов, так что маловероятно, что он мог пробить твердую кальцинированную оболочку трилобитов. И все же несколько разновидностей аномалокарисов теоретически могли успешно охотиться на трилобитов. Их лобные придатки по своему строению напоминали китовый ус, потому их называют китовыми. Согласно одной из версий, такой аномалокарис хватал добычу своими придатками за задний конец тела, а затем сильно раскачивал из стороны в сторону. Это вызывало повреждения в слабых местах тела жертвы. Мягкие внутренности вываливались наружу, и аномалокарис получал отличный обед. Может, именно поэтому некоторые трилобиты в ходе эволюции научились сворачиваться, прячась от хищников. Ну а нам пора переходить на берег. Опасно слишком долго находиться под водой. Мы и так уже видели немало удивительных существ, хотя серийного убийцу трилобитов так и не нашли. Ученые пока не могут уверенно на него указать. Точно так же, как дать однозначный ответ о причинах Кембрийского взрыва. Однако по этому поводу выдвинуто много интересных теорий. В одной из них виновником события считается резкое повышение уровня кислорода. Оно могло быть вызвано предшествовавшим усилением тектоники плит и интенсивным извержением вулканов во время формирования суперконтинента Гондвана. События привели к высвобождению кислорода, который попал в атмосферу. Кислород обеспечил необходимое топливо для успешной эволюции и повышения видового разнообразия организмов, которые тратят много энергии. Это позволило различным существам усложнить свое поведение. Палеобиологи также обращают особое внимание на эволюцию ключевых органов животных, например, появление глаз. Хищники, обладавшие зрением, получили возможность эффективно охотиться.
а их потенциальным жертвам пришлось спешно вырабатывать стратегии защиты. Это привело к эволюционной гонке вооружений. Разнообразие обитателей Земли в Кембрии стремительно росло. Им хватало места на планете. Распад суперконтинента Паннотия привел к увеличению площади континентального шельфа. Появились всевозможные места, подходящие для заселения животными. Возможно, данный процесс тоже во многом способствовал возникновению новых видов. И главным, наверное, здесь было изменение океана, ведь именно в его водах по-прежнему была сосредоточена жизнь. Геологи давно знают, что в кембрийский период уровень Мирового океана резко повысился. Вода затопила низменности, создав множество мелководных морей. Сейчас на Земле такие уголки кишат различными формами жизни. Повышение уровня моря в кембрийском периоде тоже, вероятно, привело к образованию очень обширной, пригодной для жизни водной территории. Кроме того, наводнения смывали питательные вещества, такие как фосфат и кальций. Они послужили животным отличным материалом для образования твердых раковин, панцирей и пластин на теле. Но все же, какой именно из перечисленных факторов привел к эволюционному всплеску в Кембрии? Ни один из них отбрасывать не стоит. Все изменения в окружающей среде скорее действовали одновременно. Зачастую палеонтологи описывают Кембрийский взрыв как серию взаимодействующих процессов. И к этим факторам ученые все время добавляют новые. Так есть мнение, что жизнь на планете подогрела жуткая стужа. Но как лед и холод могут повлиять на эволюционный всплеск? Существуют многочисленные доказательства того, что в позднем неопротерозое Земля заледенела. Ее большую часть покрыл лед, а температура поверхности была близка к точке замерзания даже на экваторе. Некоторые исследователи указывают, что это обстоятельство временными рамками связано с Кембрийским взрывом. По крайней мере, самые ранние из известных ископаемых относятся к периоду, который наступил вскоре после окончания оледенения. Можно предположить, что низкие температуры увеличили концентрацию кислорода в океане. Его растворимость в морской воде, по моделям ученых, растет почти вдвое при падении температуры с плюс 30 градусов до нуля. Это стало благоприятным фактором для образования новых видов. Еще одна гипотеза связана с магнетизмом. Кембрийский взрыв случился потому, что Земля решила привести в порядок свою магнитосферу и модернизировать ее по последнему слову эволюции. Недавние исследования показали, что в кембрийский период произошла смена магнитных полюсов и ослабление магнитного поля. Изменения повлияли на климат, в частности, увеличив уровень космической радиации. Это могло стимулировать мутации и быструю эволюцию животных. На какие факты опираются ученые? Существует масса свидетельств, что в ту эпоху геомагнетизм был не столь устоявшимся, как в наше время. Смены магнитных полюсов планеты случались на порядок чаще. Так, некоторые минералы возрастом более 550 миллионов лет указывают на 24 смены полюсов. Сравните с современной эпохой. За миллион лет есть свидетельства всего о 2-3 сменах полюсов. В результате таких частых изменений солнечные частицы не отклонялись магнитосферой и могли взаимодействовать с верхними слоями атмосферы. Активно действовало в этой сфере и космическое излучение. Содержание озона в верхних слоях атмосферы в результате резко упало, причем, возможно, на целых 40%, а в приполярных регионах даже на 80%. При 45% истощении озонового слоя вдвое повышается уровень опасного для живых организмов ультрафиолетового излучения у поверхности Земли. Впрочем, ультрафиолет смертельно влияет на живые организмы и при меньшем ослаблении озонового слоя. Недаром ученые отмечают, что Кембрийскому взрыву предшествовал серьезный биосферный кризис. Он привел к вымиранию многих мягкотелых представителей идиокарской фауны 550-542 миллиона лет назад. И если гипотеза верна, остальным обитателям планеты пришлось быстро адаптироваться к новым вызовам окружающей среды. Пока одни ученые спорят над причинами Кембрийского взрыва, другие сомневаются в том, что он вообще был. Какие доводы они приводят? Одна из версий возвращает нас к скелетам.
Они все время всплывают при анализе Кембрийского взрыва. И в этот раз выступят еще в одном качестве. Мы знаем, что до Кембрийского взрыва в основном все организмы на Земле были мягкотелыми. Мягкие ткани после смерти живого существа сохраняются сравнительно недолго, максимум несколько лет. Правда, в некоторых случаях процесс замедляется и способен даже полностью остановиться. Например, это происходит в торфяниках, где порой находят мумифицированные или, как их еще называют, болотные тела. Но это случается редко. А вот кости при благоприятных условиях могут оставаться целыми в 1000 раз дольше. При подходящих параметрах температуре, влажности, составе грунта они порой вовсе не разлагаются. Вот вам и ответ на вопрос о Кембрийском взрыве. Иными словами, по этой гипотезе не было никакого взрыва многообразия видов. Просто палеонтологи стали находить неизмеримо больше ископаемых останков обитателей Кембрийского периода, благодаря их скелетам. Другая гипотеза переносит нас далеко в космос. По мнению ее сторонников, возникновение и развитие жизни вообще мало связано с Землей. На заре своей жизни наша планета, как принято считать, очень часто и со страшной силой сталкивалась с астероидами и кометами. Условия вблизи поверхности, изрешеченной ударами, были ужасными. Слишком жарко и опасно даже для выживания простых органических молекул. О том, чтобы в этом аду развивалась жизнь, вообще говорить не приходится. Так откуда же в нашем мире взялись различные существа? От тех же комет и астероидов. Они не только бомбардировали нашу планету, но и служили такими себе межзвездными почтальонами. Небесные камни, как в посылке, доставляли внутри себя нам органику на всем протяжении эволюции планеты. Бактерии, вирусы, более сложные организмы, например, тихоходок, Земля получает по космической почте в наше время. Этот процесс носит название панспермия. Пригодные для жизни экзопланеты, которые находят астрономы, приводятся как косвенное подтверждение данной версии. Все эти небесные тела, по мнению сторонников панспермии, регулярно обмениваются материалом с помощью метеоритов, кометных болидов и астероидов. Недра почтальонов зачастую внутри разогреты и содержат жидкую воду, прекрасные условия для транспортировки жизни. В пользу этого может свидетельствовать, например, комета 67P CG. Из ее глубин бьют струи органических молекул и молекулярного кислорода. Нельзя исключить, что в таких гейзерах ученые когда-то найдут следы бактерий. Их косвенные признаки содержат и другие кометы. Так многие виды бродильных бактерий производят этанол из сахаров. Недавно выяснилось, что комета Лавджоя выделяет этиловый спирт в количестве 500 бутылок вина в секунду. Такой себе необъятный винный погреб, рай для поклонников этого напитка. Но нам важнее, что это вполне может быть результатом деятельности бактерий. А наличие в межзвездных облаках сложных органических молекул, например, полициклических ароматических углеводородов, вообще не вызывает сомнений у астрономов. То есть вся галактика Млечный Путь представляет собой единую связанную биосферу, и Солнечная система — лишь ее мизерная часть. Но при чем тут Кембрийский взрыв? Сам Чарльз Дарвин считал, что это событие плохо вписывается в его теорию эволюции. Огромное количество сложных существ так быстро на Земле появиться не должно. Это несоответствие сторонники панспермии пытаются повернуть в свою пользу. Они считают, что очередное обогащение фауны Земли из космоса стало причиной усложнения жизни в Кембрии. Например, на планету могли прилететь оплодотворенные яйца животных из других миров. В доказательство авторы гипотезы приводят осьминогов. Сложная нервная система, камероподобные глаза и способность к маскировке слишком внезапно появились в их генеалогическом древе. Не похоже, что гены для этих адаптаций получены от предков осьминогов. Оплодотворенные яйца животных прилетели на Землю с ледяной кометой в начале Кембрийского периода. Тогда же кометы по совпадению или в связи с разными космическими событиями доставили к нам и других существ. Ученые приняли это за взрывное развитие видов на Земле.
Однако в целом теория панспермии считается скорее околонаучной. Нет ни одного факта, который можно однозначно трактовать как попадание на Землю из космоса хотя бы вируса. Тем более не подтверждается появление из космоса более сложных существ, если исключить их развитие на Земле. Впрочем, среди альтернативных взглядов на Кембрийский взрыв мы найдем и более лайтовые версии по сравнению с предыдущими. Сторонники одной из них утверждают, что никакого взрыва в Кембрийском периоде не произошло. В то же время количество видов животных и их сложность тогда действительно резко возросла. И вот как ученые объясняют свои, на первый взгляд, противоречивые выводы. В Кембрийском периоде произошел не резкий всплеск, а скорее постепенное ползучее увеличение биоразнообразия. Оно тянулось всю раннюю палеозойскую эру – 541–251,9 миллиона лет назад, чем исследователи аргументируют свою версию. Они ссылаются на две большие базы палеонтологических данных под названием Paleobiology и GeoBiodiversity. В совокупности эти архивы содержат около 2 миллионов записей. Среди них, в частности, находятся сведения, позволяющие оценивать эволюцию животного мира в Кембрийском периоде. Базы данных также включают образцы из другого периода палеозойской эры – Ордовикского. Они дают основания утверждать, что тогда всплеск разнообразия видов продолжался. Его называют великим событием биологического разнообразия Ордовика. А вот отрезок между двумя событиями взрыва жизни изучен относительно слабо. Но есть основания полагать, что между ними не было никакой паузы, и темпы развития видов не замедлялись. Палеонтологам еще предстоит изучить связь между двумя временными отрезками и всплесками развития видов. А мы посмотрим, о каком великом событии биологического разнообразия в Ордовикском периоде идет речь. Жизнь еще раз полыхнула в Ордовикском периоде палеозойской эры, который начался 487 миллионов лет назад и продлился примерно 43 миллиона лет. Всплеску в первую очередь способствовала окружающая среда. Климат на Земле большую часть Ордовика был теплым и влажным. Средняя температура держалась на отметке 16-20 градусов. Тектоническая система планеты тоже вела себя относительно спокойно. Не было глобальных перестроек суши и моря. Практически все существа тогда все еще были морскими. Их разнообразие в благоприятных условиях росло стремительными темпами. В тот период появились всевозможные головоногие моллюски, которые обладали длинными прямыми раковинами. Воды начали заселять первые позвоночные, рыбообразные животные без челюстей. Возможно, именно в Ордовике уже плавали первые настоящие рыбы, хотя общепринятым все же считается возникновение их в следующем периоде. Но и без рыб моря были полны удивительных существ. Если бы мы встретились с ними в наше время, то, скорее всего, приняли бы за инопланетян. Как вам знакомство с такими себе креветками на стероидах? Эгирокосидами. В Ордовике они достигали 2-метровой длины. Несмотря на грозный внешний вид, креветочные монстры были вполне безобидными и ни на кого не нападали. При помощи сетчатых отростков на голове они просто выцеживали из морской воды планктон. Им вполне хватало пищи в теплых морях Ордовика. Однако эгирокосиды терялись по сравнению с настоящими гигантами ордовикских морей – эндоцерасами. Эти головоногие моллюски прятали мягкое тело в прямой раковине, достигавшей длины до 4 метров. Есть данные об этих особях длиной до 8 метров. Гиганты были очень странными созданиями. Внутри раковины их тела разделялись на множество камер. Выросты этих перегородок образовывали сифон, который объединял все камеры. Сам моллюск жил только в последнем, самом обширном отсеке. Остальные он, подобно современному наутилусу, мог заполнять газом. Таким образом, раковина становилась легкой и позволяла изменять глубину плавания эндоцероса. Раньше палеонтологи считали их сильными и опасными хищниками, питавшимися трилобитами, конодонтами и более крупными эвриптеридами. Но недавние исследования показали, что раковины эндоцеросов слишком тяжелы для погони за подобной добычей. Скорее всего, эти моллюски и их родственные виды питались планктоном или другой мелкой живностью.
Тем не менее, эндоцеросы остаются одними из крупнейших животных своего времени. Раковину самых больших особей в наше время можно было бы переоборудовать под жилье, хотя бы класса эконом. Однако они уступали в размере своим мегагигантским родственникам – головоногим монстрам камероцеросам. Раковины камероцеросов достигали невероятной длины – 9-10 метров. Вместе со щупальцами этот моллюск должен был иметь длину 11 метров. Представляете химерную ракушку почти как небольшая подводная лодка? Удивительно, как природа смогла ее сконструировать. Эти создания не были безобидными. Они как раз принадлежали к высшим хищникам своего времени, хотя гигантские головоногие моллюски обедали достаточно скромно. Их меню преимущественно составляли ракоскорпионы, крупные трилобиты да мелкие ракообразные существа. Однако всем этим невероятным обитателям Ордовика недолго оставалось существовать на планете. К концу периода относительно мягкий и умеренный климат постепенно стал холоднее и суше. На Южном полюсе возник ледник. Холодная волна, возможно, накрыла Землю в результате формирования Апалачии в Северной Америке. Поддали холода, как ни странно, огненные извержения вулканов. Тогда их происходило очень много. Поднятые из недр породы заслонили солнечный свет и тем самым подморозили планету. Эти процессы вызвали значительное понижение уровня моря. Существа, живущие на мелководье, в один прекрасный день обнаружили свою среду обитания резко остывшей и сократившейся в размерах. Для многих это оказалось смертельным ударом, а те, кому удалось выжить, с трудом приспособились к неблагоприятным водам. Так закончился последний всплеск развития видов и распространения жизни на планете. В целом ученые считают этот процесс сопоставимым со знаменитым Кембрийским взрывом. Палеонтологи не наблюдают подобного последние сотни миллионов лет. Но это не значит, что природа поставила процесс на паузу. Ежегодно ученые описывают от 14 до 18 тысяч новых видов животных, в том числе обитателей океанов, пещер и других труднодоступных мест. Особенно это касается насекомых, рыб, рептилий, птиц и млекопитающих. Так, в реках Амазонии ученые обнаружили сразу 6 новых видов сомиков-анцистров. Они смахивают на морское чудовище Ктулху, вымышленное космическое существо из популярных фантастических произведений Роберта Лавкрафта. Однако устрашающие щупальца у сомиков, в отличие от Ктулху, растут только на голове у самцов и служат для привлечения самок. В семействе корабельных червей также интересное пополнение. Только что открытый вид в пресных водоемах на Филиппинах, кажется, питается не древесиной, а камнями. Как именно черви справляются с такой пищей, ученые пока не понимают. Возможно, бактерии в их пищеварительном тракте способны расщеплять известняк и производить питательные вещества. Для любителей кошек тоже хорошая новость. Новый вид пушистых красавцев длиной примерно 90 сантиметров найден на Корсике. Местные жители называют их котолисами за массивный полосатый хвост с черным концом. Список находок можно долго продолжать. Однако животных на планете от этого не прибавляется. Уничтожение лесов и других природных сред обитания приводит к их исчезновению. Сейчас вымирает 10 тысяч видов в год. Согласно докладу ООН, еще около миллиона видов находятся под угрозой гибели. Если мы не изменим отношение к животным, растениям и планете в целом, то можем вызвать мощный взрыв, противоположный Кембрийскому. После него Земля уже не будет так богата всевозможными видами живых существ. Скучный, однообразный мир, где путешествовать можно только по музеям с экспонатами вымерших животных. Не дадим этому случиться.